Всем привет! Меня зовут Ольга, вы на канале о вязании. Сегодня 8 марта. Поздравляю всех девчонок с этим праздником. Для меня все девчонки, неважно какой на самом деле возраст, все, кто вяжет, все обязательно молоды в душе, и особенно те, кто вяжет игрушки. Я надеюсь, что игрушки дарят в особенности молодость, поэтому желаю всем оставаться счастливыми, бодрыми, чтобы побольше было времени на вязание. В общем, всего-всего самого хорошего. Ну, уже с прошедшим, получается, вас с праздничками. Значит, детки у бабушки, поэтому я сегодня занималась с утра, так скажем, собой. Вернее, я проснулась и занялась, конечно, любимым своим делом. Конечно же, начала вязать. Но перед тем, как покажу вам не совсем готовую работу, но буквально мне тут надо будет около часа, и я думаю, что я ее соберу, потому что там чисто сборка, и все, игрушка будет готова, тем более, что мордочка уже оформлена. Для начала я вам хочу показать цветочки. Наконец-то я их закончила. Это 2 подсолнуха. Вот такие вот малыши. О, кстати, мне надо будет их отфотографировать, но вообще я, наверное, все игрушки соберу и буду фотографировать. И у меня они стоят, особенно вот этот цветочек, он, знаете, как такой напоминает мне, как в бочку залез, как будто он был замерзший, залез в теплую водичку и такой лапку высунул, такой кайф. В общем, он стоит, он такой прикольный. Хотела сказать огромное спасибо, по-моему, Маргарита, если я не ошибаюсь. В общем, я когда-то показывала краски капельные, но я действительно забыла, где я их покупала. Я помню, что искала через Google, а куда дальше меня дорожка привела, не помню. Получала, тоже запомнила, что из дека. Знала, что с России, но откуда-то далеко с России. И, в общем, никаких данных я не сохранила, подумала, что этими красками буду пользоваться. Оказывается, я их покупала год назад. Потом вот я в прошлом видео рассказывала, что я бы хотела получить черный цвет, и мне вот Маргарита написала, что в таком-то профиле Инстаграма есть черный цвет красок. И я такая, да, побежала туда, в общем, прошла, посмотрела, что очень похожие баночки там у них, и думаю, ну, прям как будто я у них покупала. Перешла по ссылкам, которые там есть, топ-линк, попала на ярмарку мастеров, и потом до меня дошло, что, наверное, с ярмарки мастеров я и заказывала. Но на ярмарке мастеров такой функционал дурацкий. В общем, никакие покупки невозможно посмотреть. Я полезла в сообщения, чтобы, надеясь, что там какая-то есть переписка. И да, там была переписка, и мне там отправляли трек-номер. В общем, действительно, я у этого магазина покупала свои предыдущие краски. Поэтому я вам оставлю ссылочку на Инстаграм. Там можно будет перейти через профиль, попасть на ярмарку мастеров и тоже купить. Там есть баночки, можно по отдельности покупать. Они стоят, по-моему, в районе 600 рублей одна баночка. Сейчас у них в новых баночках будут эти краски. Лучше будет их использовать, как мне написали. Вот. Но подождите сейчас заказывать. В общем, когда красочки придут, мне предложили сделать для вас скидочку, поэтому, когда краски придут, я снова вам покажу, потому что я заказала еще себе, у меня большие планы, куда я их еще хочу пустить, экспериментировать, поэтому, да, подождите, если вы думаете краски эти купить. Короче, я красила эти цветочки капельными красками, получились вот такие малыши. И второй цветочек. Вот такой вот хорошенький малыш. Ну, прям они такие бусечки. Не совсем неудобно было раньше делать эти цветочки, потому что там, ну, кто вязал по мастер-классу Насти, вы знаете, что там вот проволока вставляется, это очень неудобно. Я сейчас для себя алгоритм выработала, как и во всех остальных мастер-классах, по которым я вяжу. У меня есть определенный алгоритм, по которому я действую, то есть что, зачем я делаю. Поэтому мне работать проще. Дальше
Так как я вот с этим магазином переписывалась, и мне сказали, что можно, в принципе, оставлять эти краски на палетке. Это анилиновый краситель. И вот если потом сюда добавить воды, то водичка растворяет, и можно снова красить. Поэтому я себе тут нанесла те краски, которые мне надо были. Вот я покрасила, получается, сам цветочек и оставила краски, добавив сюда фиолетовые цвета, которые у меня были. И вот этого дракона лавандового такого, я, кстати, хочу с лавандой его сфотографировать. Этого дракона я красила именно этими красками, добавляла. Вот такой он, посмотрите, какой хорошенький получился. Вот. Ну, прям лапушка. Такая бусечка. Знаете, я отпустила эту ситуацию, что мои драконы не получаются такие, как у Насти. Они вот свои, у меня свои драконы, просто по ее схеме они становятся у меня похожи, я уже не могу никак их поменять, но вот такие они у меня рождаются. Я ничего сделать с этим не могу, поэтому вот как они у меня есть, как рождаются, все, они будут вот такие именно малыши. Больше я не буду гнаться там, чтобы вот по фотографии делать, чтобы прям была копия, как у Насти. Все, я успокоилась, теперь у меня дракоши будут именно вот такие, они мне нравятся, они очень хорошенькие, я прям их люблю сильно-сильно, да, они другие, не такие, как у Насти, но они мои. Следующее, что я связала, вчера закончила, это вот такой вот котенок серенький. Я не включала дополнительный свет, на улице вроде не сильно темно, но у нас, какой снег идет, прям зима вернулась. К нему будет еще вот такой вот клубочек фиолетовый. Вот такой вот прелестный малыш. Мне очень нравится вот эта вот мордочка, которую я сейчас делаю. Очень классная она получается. В общем, люблю этих котят. Люблю сильно-сильно. Сегодня буду вязать еще розового котенка. Но перед тем, как буду вязать розового котенка, у меня здесь есть все связанные детальки для нового героя. Я не хотела его показывать здесь на YouTube, но потом решила все-таки показать. И как видите, помните, у Насти есть такой мастер-класс. Вот я по ее мастер-классу вяжу красную панду. Такие тут щечки. Щечки я еще немножко буду дорабатывать, потому что одно дело, когда большая игрушка, мы вышиваем, вышивку делаем по одной схеме. Когда игрушка маленькая, тут нужно немножко по-другому тоже, так как это первая игрушка. Я еще не понимаю, как мне правильно, что, зачем делать. Не выработала алгоритма, поэтому получилась она такая, она симпатичная, классная получилась пандочка. Почему я уже говорю, что получилось? Потому что, ну, тут сборка осталась. У меня все детальки связаны. Вот тело. Руки трясутся после тренировки. Упало давление. Я немножко такая. Вот, смотрите, какая будет классная малышка. Так, немножко отвлеклась, пока говорила по телефону, набила туловище. Вот так вот будет это все выглядеть. Ну, то есть пандочка связана по мастер-классу Насти. Вот, у нее большая, я просто связала маленькую пандочку. Значит, что у меня по планам? По планам у меня розовый котенок. Я наконец-то достала пряжу для лисички. О, я же лисичку сначала хотела сделать. Да, потом котенка. Значит, лисичку буду вязать. Вот у меня эта пряжа Vita Coco. Буду разделять ее на две части и вязать крючком 0,7. Вот она тут раскручивается. И буду вязать крючком 0,7. По размеру будет как из ириса, если игрушки. Вот. Она, конечно, путается очень сильно, но я приловчилась, если честно. Нормально, справимся. Так, значит, лисичка, котик. Еще я хочу сделать, может, сегодня мне носики сделать для поросят.
свинок. По мастер-классу Nancy Oops нужно мне сделать эти носики, которые из полимерной глины. Так что тоже, наверное, сегодня займусь, но чуть-чуть попозже. Хочу сделать штучек 10, чтобы у меня был на запас. В прошлый раз я сделала, наверное, штучек 7. И первую свинку я вязала зимой 2019 года, по-моему. И вот с тех пор у меня вот получается только последний носик вот я буду использовать сейчас. Поэтому слеплю, и мне хватит на ближайшие пару лет этих носиков. Вот, все, пойду собирать пандочку. Всем привет! Здоровались вчера. Сегодня 9 марта, вторник. Значит, что я вчера навязала? Навязала я следующее. Во-первых, я закончила сборку красной пандочки. Вот такая вот она хорошенькая девочка у меня получилась. На этой неделе я постараюсь отправить. Эта пандочка будет в рамках бартера. Вот, и отправиться к Танюше Погасова. У нее, кстати, есть канал, поэтому еще эту пандочку вы увидите у нее, я надеюсь. Вот. Ну и она тоже там заканчивает игрушечку. Как раз я чуть попозже, наверное, на почту пойду. Пока что не планирую. Вот такая малышка получилась, классная, мне очень нравится. Супер. Обязательно ее хочу отфотографировать и добавить как товар в магазин. Единственное, что тяжеловато она делается за счет всей этой вышивки, за счет того, что здесь достаточно много цветов. Получается раз, два, три, четыре цвета. И жаккард здесь, и вышивка, и, ну, в общем, да. Кстати, для жаккарда я поменяла схему для тела, потому что очень уж тело получалось такое дохленькое, когда я раньше вязала, то есть оно такое щупленькое, мне это не очень нравилось. И сейчас я вот смотрю, что хочу немножко подтянуть лапки, для того, чтобы когда пандочка садилась, лапки были вот так вот, а у нее расходятся просто в разные стороны, и она не очень симпатично сидит, поэтому я еще сегодня ее доработаю. Прямо сейчас, чтобы не откладывать. И вчера я еще закончила вот такую вот прелестную малышку. Вот такую вот лисичку. Это лисичка повтор из лесной коллекции. Единственное, что я здесь сделала мордочку. Ну, то есть это увеличенная игрушка тех, которые я делаю маленькие. То есть схема мордочки вот здесь вот получается. Я сделала как у маленьких. Мне очень нравится этот вариант. Классная она получилась. И ушки я здесь сложненько так сделала. Ножки на проволочном каркасе. Хвост тоже на проволочном каркасе. Ну, классная. Хвостик из Аделе Сиены. В этот раз, в прошлый раз я вязала, там была ниточка основного цвета, которой я вязала саму лисичку, плюс тонкая ниточка сиены. Здесь я вязала полностью из толстой сиены, и она такая плотная получилась. Вязала крючком 1,25. Прям плотная-плотная вообще. Но расход, конечно, большой, в отличие, если брать просто тонкую сиену и вот такой вот, немножко жалко, жаба душит использовать. Может быть, в следующий раз я лучше буду добавлять 2 ниточки сиены распущенные и к основной ниточке этой. Он тоже будет пушистый, потому что там хвост был пушистый, но была видна сама вязка. Здесь вязки не видно, прям он такой классный получается. Вот, значит, пандочку я еще сейчас закончу. Возьму ниточку, просто подтяну лапки, чтобы они были плотнее. Что у меня в планах на сегодня? На сегодня я постараюсь сделать 2 игрушки. Это будет свинка. Кстати, я вчера сделала носики, но они у меня получились не такие, как первоначально, потому что я, когда разбавляла красный цвет для того, чтобы получить розовый, я использовала какую-то полимерную глину, она с таким эффектом полупрозрачности. И я не помню, какую из них
Вроде попробовала, и даже почему-то получились из одной партии разные носики, более красные, более розовые, побольше, поменьше. Но они симпатичные получились, поэтому я буду использовать. Это из старой партии носик. Все равно я сверху еще крашу немножко акриловой краской для того, чтобы тени передать, чтобы неоднородный носик был. Поэтому будут и те носики тоже использоваться. Сделала их, наверное, штучек 10 точно сделала. Так что свинку буду делать. И еще буду делать розового котенка. Вот как у меня там серый лежит. Вот здесь, вот я вам показывала вчера. Буду делать розового котенка. Вот у меня здесь пряжа мулине. Такого цвета будет с беленьким. Бантик будет белый. И серый клубочек будет. По-моему, так у меня там идет. Итак, сегодня среда, 10 марта. Я вчера хорошо поработала. У меня снова 2 готовые работы. Во-первых, я связала свинку. Вот такая вот она. Яркая у меня получилась в этот раз. Но они получаются все разные, потому что иногда я более яркий цвет делаю, иногда более тусклый. Давайте посмотрим. Вот вчера высохла на палетке. Я тут оставила. Это я тонировала цветочки, это дракошу тонировала, а вот это вот добавляла свинку. Ну и цветочек тут, когда тонировала щечки, у меня там закончилось. Так, значит, вот такая вот малышка получилась по мастер-классу Нэнси Упс. Связана из ириса от Ярнард крючком 0,7. Глазки, бусины на ножке. Нет, это не бусины, это стеклянные глазки на ножке с Алиэкспресса. Вот такой вот маленький у нее хвостичек. Вообще малышка такая прелестная получилась. Просто девочка-бусечка. И вторая игрушка, которую я вчера сделала, успела таки до вечера сделать, это вот такой вот котенок розовый. И к нему я делала серый клубочек. И он у меня получился такой маленький. Сейчас покажу в сравнении с фиолетовым. Вот, смотрите. Один и второй. Совсем малютка получился. Я смотрю, что с каждым разом у меня клубочки попроще я делаю. Ну, как попроще. Сначала я когда делала, это вообще очень долго. Ниточки постоянно распускаются, слетают с этого клубочка. Все время переделываешь, перекручиваешь, перематываешь. Потом я делала чуть меньше по времени, а вот вчера вообще у меня так легонько этот клубочек получился, и маленький он такой, хорошенький, ровненький вышел. И вот такой вот котенок. На шее у него шелковая ленточка 2 миллиметра от гаммы. Вот такой вот малыш. Просто прелесть. Глазки тоже бусины. У свинки эти глазки 4 миллиметра или 3. Не, наверное, я побольше выбирала 4 миллиметра, а здесь где-то 2-2,5 миллиметра тоже с Алиэкспресс. Но я подбираю необходимые размеры глазок, потому что они идут все разные. Так, значит, что у меня по планам? По планам я сейчас вот сделала цепочку для вот этого кулончика. Значит, кулончики я заказывала на Алиэкспресс. Здесь в кулончиках они продают или какой-то фетровый шарик для того, чтобы можно было капнуть сюда или лаванды, или другого какого-нибудь масла, и аромат был от этого кулона. Либо они продают вот такой вот с такими камушками, они все разные идут. Ну, не знаю, это какое-то стекло, просто они окрашивают, симпатичные камушки. В общем, я решила оставить камушек как есть, да, добавить цепочку, потому что я покупала, они шли без цепочки. Цепочка у меня идет чуть ниже груди, опускается, до пупа не опускается, но практически где-то по центру между грудью и пупом. Вот. Почему не слишком высоко? Потому что, чтобы можно было легко взять в руку, посмотреть, открыть, сюда я буду поселять жителя. Значит, кто здесь будет? Здесь будет
мишка, вот такой вот голубой, из светящейся ниточки. Он будет по мастер-классу Nancy Oops с белой мордочкой. Вот, значит, буду мишку вязать. И если успею, сегодня еще буду вязать вот такого зайчика тоже по мастер-классу Nancy Oops. Кстати, вот из мулине я буду вязать крючком 0,45, а вот из этой ниточки это Гутерман, флуоресцентная ниточка. Она в 2 раза тоньше, чем мулине, поэтому я взяла крючок 0,4 от Tulip Rose. Он практически такой же, как 0,35, самый тонкий крючок, но чуть-чуть потолще. Там совсем-совсем маленькие. Значит, вот эти вот томики, они, конечно, классно, но не каждая игрушка сюда помещается. Во-первых, вот если брать котика, да, ну, в принципе, можно его сюда засунуть вот таким вот образом. В принципе, он помещается, можно поместить. Давайте померим. Вот красная пандочка, она приблизительно такого же размера, как мишки. Так. Но вот она уже и за счет своего хвоста не хочет сюда помещаться. Давай, панденыш. Ну, можно ее посадить, но опять же ей там достаточно тесно, потому что эти игрушки связаны из мулине. Из мулине сюда очень тяжело поместить игрушки. И что уж говорить о драконе. О драконе только если его хвост и то голова не помещается. Не буду я его мучить. Значит, голова не помещается. Значит, не помещается в этот кулончик. Значит, сюда помещается вот котик, допустим, поместится. Не каждый мишка поместится, но вот именно вот из этой ниточки, почему я вяжу из флуоресцентной ниточки в эти кулоны, потому что сюда помещается. Я, кстати, как-то отправляла белочку в таком же кулоне, как-то разыгрывала, по-моему, там, что хочешь, какую игрушку захочешь, такую и будет. И там меня попросили еще с кулоном. У меня тогда было хорошее настроение, я подумала, почему бы и нет. В общем, белочку еле-еле засунула. Я не сюда, а в клетку ее садила, потому что клетка чуть побольше. Она не имеет такую каплеобразную форму, то есть у нее и сверху, и снизу одинаковые диаметры, поэтому белочка даже туда еле-еле влезла, потому что у нее такой огромный пушистый хвост. Вот, так что вот эти кулончики только для мишек и только для свистящихся, либо для мишек, которые совсем маленькие, связаны из более тонкой ниточки, чем мулине. Вот, так что идея классная, конечно, с этим кулоном, но не для всех игрушек они подходят. Вот такие вот дела. Значит, по планам я вам рассказала. И на этом пока что все. Буду вязать мишку, буду вязать зайчика. И потом, если, ну, вряд ли у меня времени хватит. Я, кстати, вчера начала вязать варежки из ангоры Rabbit. Шапочку я довязала, осталось только там закрыть макушку. Всё. Никак не могу взяться, там просто протянуть иголочкой ниточку и спрятать ниточки, закрыть. И начала вязать варежки. Я просто подумала, что потом я все эти кончики запрячу вместе с варежками. Варежки простые. Давайте я вам покажу. Он просто ангора летит очень сильно, поэтому я стараюсь над рабочим столом ей сильно не трясти. И работаю уже только после того, когда я уже понимаю, что игрушки вязать не буду, потому что, ну, лезет она сильно. Значит, вот такие простые варежки. Сразу начала вязать лицевой гладью продолжила. Здесь спицы, если я не ошибаюсь, это спицы номер 3 или 3,25. Ну, мне кажется, что это спицы номер 3, вяжу в 2 ниточки, набирала 38 петель, и на пальчик у меня здесь ушло 11 петель, по-моему, если я не ошибаюсь. Индийский клин я делала прибавки
у меня шли прибавка, прибавка, нет прибавки, и так, пока я не набрала на пальчики. Тут у меня еще 3 петли добавится, чтобы вывязать пальчик. Мне осталось по прямой связать, и потом закрыть и связать пальчик, и вторую такую же варежку. На этот раз я записываю, чего я там делала, потому что забывается. Кажется, что вот сейчас быстренько возьмусь и свяжу, но нет. И сегодня я еще задумалась, что скоро-то все равно весна придет, а у девчонок, по-моему, нет у них шапочек весенних. И я вот думаю, что мне связать. Может, взять из Gazelle Baby Cotton, связать шапочки резиночкой, крючком. Что-то я спицами не хочу вязать, потому что боюсь, что не попаду в размер. Хотя девчонки-то 3. По-любому в чей-то размер я попаду. И потом буду от этой шапочки отталкиваться. Или больше, или меньше для остальных буду вязать. В общем, еще нужно мне связать шапочки, но это я не знаю, когда связать. Я думаю, что, скорее всего, я куплю какие-нибудь шапочки полегче на весну. Потому что нет времени совсем на вязание этих шапочек. Уже 10 марта, а я еще не подготовилась к выставкам. И мне кажется, что я все-таки не буду участвовать в этих выставках. Очень-очень хочется, но не знаю. В общем, да. Вот такие вот дела. Все. До завтра. Ну что ж, сегодня четверг, 11 марта. Значит, у меня есть одна готовая работа и незаконченный процесс. Не успела я вчера сделать 2 игрушки. Так, значит, сегодня я тут буду наводить порядок. Очень много игрушек, видите, в коробочке от Людмилы. Людмила, я пользуюсь. Коробочка стоит у меня, чтобы мои процессы не пылились. Так, значит, вот такой вот кулон, я вам вчера его показывала, и там уже внутри есть мишка. Я вчера в Инстаграм снимала, как он светится в темноте. Вот такой вот он малыш получился, совсем-совсем маленький мишка, потому что вот даже если взять пандочку, которая по размеру как мишка, только единственное, что у нее хвост длинный. Вот давайте сравним стоя. Вот такие у них размеры. Видите, практически на целую голову. Так, сейчас измерим с вами, сколько же здесь этого мишки. Как мне кто-то написал, ну это же сидя. Мы стоя померяем. И уши даже захватим. 26 миллиметров, практически 21 миллиметр, то есть 2 сантиметра всего здесь в этой малявке. Вот такая вот крошка получилась. Мне очень нравится, очень аккуратненько у меня вышло. Конечно, времени занимает намного дольше. Я вчера успела сделать только его, потому что ниточка тоньше, как я уже говорила, в 2 раза, и крючок потоньше. И эта ниточка, она такая скользкая, очень сильно расслаивается, и ей некомфортно работать. То есть из мулины вяжется для меня сейчас-то вообще раз-два и готово, можно так сказать. А из этой ниточки она прям, знаете, как будто вяжешь из... Чтобы такое сравнить. Но она очень сильно скользкая, как будто намазана маслом каким-то. То есть, тяжело держать и детальку, и затягивать постоянно нужно контролировать, чтобы не было дырочек нигде. Вот. Ну, в общем, да. И за счет этого получается по одной и той же схеме малыш меньше. Вот. Большеват кулон этот оказался для него, что-то я не могу. 2,5 сантиметра много, 2 сантиметра мало. Ну, то есть он-то стоя нормально как раз по размеру кулона. Но за счет того, что кулон этот выпуклый, если бы здесь была крышка ровная, то было бы нормально. А так получается, когда кулон закрываешь, он немного там болтается. То есть ему там достаточно свободно.
Вот, ну ничего страшного. Я думаю, это не критично. Меньше игрушка это не больше по размеру. Все же хотят поменьше малявочку. Кстати, я подумала, что, наверное, я свяжу обычного мишку, да, и сделаю его в кулоне на розыгрыш. Что-то меня кидает. То так хочу, то я так хочу. Не знаю, что я в конечном итоге сделаю. Уже спрашивают, когда будет следующий розыгрыш. Да, так, следующее, что я вчера сделала, это зайчик. У меня связаны практически все детали для него. Значит, осталось, вот они, детальки. Таким образом выглядит. Мне остались здесь только ручки. То есть я этого зайчика закончу в ближайшие тут полчаса-час. Мне нужно набить тело, пришить. В принципе, мордочка готова. Это самое тяжелое в игрушке вообще, что делается. Это оформление. Потом сборка. Это быстренько все здесь будет. И еще нужно будет связать лапки передние. Вот. И что дальше? Дальше я сегодня буду упаковывать то, что мне нужно упаковать. Наконец-то упаковать пандочку, потому что давно должна была уже отправить Танюше эту пандочку, но пока до почты не добралась, поэтому даже и не дергалась, ее не брала. Еще нужно все отфотографировать, то, что я не отфотографировала. А я не отфотографировала розового котика, свинку не сфотографировала, зайчика. И вот этот кулон тоже хочу отфотографировать, поменять немножко фотографии у себя в магазине на Etsy. Может, они будут более симпатичны, потому что смотрят, вроде спрашивают, но как-то проходят мимо. Цену, конечно, это дороговатая игрушка, она дороже, чем обычная, но опять же повторюсь, потому что это зависит от ниточки. Ниточка сложно вяжется, ну и плюс еще эта ниточка, она намного дороже. То есть вот эта вот маленькая швейная катушка, светящиеся ниточки стоят около $8. Это хорошую, если покупать. Можно, конечно, купить гаммовскую, можно с Алиэкспресс заказать большую, но они светятся 2-3 часа. Это же светится около 5 часов, то есть если вечером, ну, хорошенько так накопила она за день света, то, в принципе, до 5 часов, там, с 10, да, когда темно уже, это я летом смотрела, по-моему, до 5 утра, даже больше, чем 5 часов, оно светится, да, постепенно. Свет не такой яркий, но все равно держит намного лучше, чем китайские или гаммовские. У меня есть гаммовские ниточки, из них светится, по-моему, один только белый цвет, все остальные перестали светиться вообще. Мне кто-то писал в Инстаграме, что вот по моей наводке купили светящиеся ниточки, и вот гаммовские, они хорошо светились. И мне сказали, что там есть разные толщины, кстати. Но я не спрашивала, не узнавала. Надо было бы этим делом заняться. Когда буду проходить мимо того магазина, где я покупала, узнаю. Но вообще вот такая беда случилась. Во-первых, они были грязные, когда мне продали. Я там вверх отматывала, чтобы игрушка не была грязная, потому что она же не стирается. И, в общем, да, не светятся эти ниточки. Я думаю, что их вообще нужно мне выбросить. Только не помню, куда я их положила. Вот, значит, что сегодня по планам? Сегодня по планам у меня зайчик, фотографии, упаковка. И дальше я буду вязать гномиков. Значит, мне нужно будет связать 3 гномика. Вот я подготовила для тела мулине. Значит, 3 гномика. Один будет бордовый и 2 на мой вкус и цвет. Вот, значит, будут 3 гномика. И я думаю, что мне, в принципе, хватит этого. Сегодня я даже их собирать не буду. Постараюсь связать необходимые детальки. И уже потом за завтра просто-напросто их взять все вместе и собрать. Вот такие вот делишки. Кстати, история с белочкой, которую, помните, я вязала, и мне потом там передумали.
была полностью серая белочка, потом захотели с белым животиком. Я связалась с белым животиком, и она сказала, что я оплачу и ту, отправьте мне 2 белочки. Ну и, в общем, я доверилась человеку и думаю, ну зачем я потом как-то буду отправлять, отправлю сразу все вместе, потому что вот как раз собиралась отправлять посылки, в общем, положила сразу 2 белочки и отправила. И, в общем, проходит день, 2, 5, неделя, и я такая, а оплаты нет второй белочки, и, если честно, я так расстроилась немного, но думаю, ну ладно, опять эта игрушка пойдет на благотворительность, ну что сделаешь, если дурная голова рукам покоя не дает. Вот, в общем, написала мне вчера эта девушка и заказала зайчиков еще, ну, зайчиков больших, там будет попроще их вязать. И единственное, будет момент у них интересный, у них будут хвостики-помпоны маленькие. Вот, не знаю еще, посмотрю, у меня есть помпоны по размеру, если им подойдет, то покупные сделаю помпоны, если нет, то буду вязать из софти и подстригать, наверное, чтобы маленькие были. Потому что по размеру они были, они большие. Вот, и, в общем, она написала, говорит, я еще за белочку не оплатила и хочу еще зайчиков. И вчера она оплатила. Я так поняла, что эта девушка, она либо занимается куклами и покупает мои игрушки, чтобы потом с куклой продавать, либо у нее есть магазин, и она перепродает, потому что она не пользуется почему-то скидкой. Ну, в принципе, мне... Почему бы и нет, и хорошо, но те покупатели, которые у меня там совершают несколько покупок, больше, чем 2, и тем более 3-4, я им, конечно, даю постоянную скидку навсегда, всегда, чтобы была у них скидка. Вот. Так что белочки 2 отправились к одному и тому же человеку. Все она оплатила, поэтому ура, ура, товарищи, ура, все хорошо. Остался только вот этот дракон неоплаченный, тоже девушка, это, знаете, и с прошлого года еще, когда я писала, что не могу принять больше заказов на драконы, она мне написала практически через год, захотела, я сказала, что я свяжу, пришлю фотографию, потом вы оплатите, и вот она опять пропала. Ну, ладно, драконы у меня долго не засиживаются. Найду, куда его пристроить. Розыгрыши, подарки. В общем, да. У меня игрушки долго не залеживаются. На этом на сегодня все. Завтра зайчика покажу на фотографии. Все, на этом. До завтра. Итак, закончила я зайчика. Единственное, что я... как-то не учла своей возможности. В общем, я тут видео уже посмотрела на 40 минут. И не закончивши зайчика, в общем, час где-то мне ушло на сборку. Казалось бы, что там только 2 лапки связать и все собрать. Но нет, получилось очень долго. Ну, да ладно. Зайчик готов. Решила вам так показать. И вспомнила, что я не рассказала вам про иглы. В общем, у меня тут сломалась моя любимая иголка РТО, переломалась по ушку, причем за ушко я никогда не берусь круглогубцами. Не знаю, почему она сломалась. В общем, я открыла вот такие вот иглы. Это иглы Prim. Нашла их еще на Wildberries, потому что хочу себе заказать. Я очень сильно удивлена, потому что когда они мне сразу пришли, я как-то подумала, что они очень толстые. Вот они, достаточно длинные, там 2 размера иголок по длине. Кстати, тут по отзывам 7 отзывов, это потому что там что-то с упаковкой или с доставкой было, то есть про иглы вроде ничего не писали. У них очень классное ушко, достаточно большое, сюда без проблем просто залетают за милую душу все мулине и остальные ниточки. И даже я думаю, что и толстенькая ниточка сюда залезет. Они очень гладкие, просто потрясающий материал. Он, ну, отличается. То есть иглы я люблю, как, наверное, спицы и крючки. Очень люблю хорошие иголки. И вот эти очень классные иголки, мне нравятся. Вот эта вот большая, она же. А вот это вот китайская. Или не китайская, ну, в общем, в наборах, там, где много этих иголок, вот они
ломается очень часто, потому что я, когда иголкой что-то пришиваю, когда я делаю какие-то манипуляции, я начинаю давить иголкой и переламываю просто, ну вот, начинаю ее вот здесь вот переламывать. И вот эти иголки, которые в наборах там по 50 штук, по 20 штук, не помню, сколько они идут, в общем, они очень быстро ломаются. А вот Прим я пришивала и сами детальки, даже не нужно круглогубцами пользоваться, то есть они длинные. Раньше я как-то не очень любила длинные иголки, потому что они толще. И эта толстая иголка толще, чем РТО, но она прекрасно проходит сквозь вязание, сквозь наполнитель, потому что она идеально гладкая. И мне очень редко нужны круглогубцы, чтобы вытащить эту иголку. В общем, хочу заказать себе еще пару упаковок на будущее. Я такой хомяк. Если что-то нахожу классное, мне надо запастись, чтобы на всякий случай было, а вдруг потом пропадет, как с этими иголками РТО. Я их купила, и вот у меня, получается, осталась последняя иголочка РТО. Вот она. Она помялась, и тоже у нее, ну, видите, у нее металл очень похожий, как у Прим, но так как руки, ну, потеют, всякое выделяют, да, она потемнела. Вот. И изогнулась, конечно. Вот такие дела. Все, пошла все фотографировать. Итак, сегодня пятница. У меня прям сегодня две хорошие новости. Сейчас поделюсь с вами. Но сначала покажу вам, что я сделала за вчера. Значит, у меня тут не все еще детали для гномика в бордовой шапочке. Также для гномика в синей шапочке. Сейчас я довязываю шапочку для гномика в желтой. Так, это вам не видно. Вот в такой яркой желтой шапочке. Потом еще мне нужно будет детальки здесь довязать, потому что не все связано. И буду собирать. Я надеюсь, что вот пока здесь до ужина, я с утра практически не садилась, села вот только в 2 часа сегодня, ну так получилось. И вчера я вязала, но мне пришлось перевязывать, потому что не хватило ниточек. Это вообще я люблю прям вывязывать все до самого последнего метрика и сантиметрика, и поэтому мне не хватило пряжи на одну заготовку. И поэтому одну часть мне пришлось перевязывать. В общем, я связала все 3 тела. Связала верхние лапки, ну, ручки. Потом начала вязать нижние ручки и понимаю, что мне не хватает на нижние ручки одного цвета. Поэтому мне пришлось перевязывать тело, распускать ручки и пускать это на другую игрушку. Поэтому у меня все эти 3 гномика разного серого оттенка. Самый светлый, такой более средний серый и темно-серый. Так, значит, про гномиков рассказала. Мне приехала посылочка. Я уже ее распаковала, и просто посмотрите, как красиво. Как красиво это выглядит. Боже, это просто какая-то нереальная красота. Но перед тем, как мы откроем эту посылочку, я пока здесь буду развязывать, потому что мне жалко. Легко развязывается. Значит, мне, во-первых, принесли посылочку домой. Я прям была в шоке и такая, прям чуть почтальону не кланялась в ножки, потому что она прям поднялась на 4-й этаж и принесла и прям вручила мне в руки. Я понимаю, как это тяжело. На улице выпал снег, и она прям несла. Посылка большая. Просто остальные есть, у нас другие почтальоны тоже, которые разносят извещения, им даже маленький пакетик, который засовывается в почтовый ящик, они не всегда кидают. А тут такую огромную посылку, ну прям вообще, я была в шоке. И она еще мне принесла извещение на возврат. И знаете, я вот смотрела и думаю, ну почему извещение на возврат? Во-первых, почему-то совсем другой трек-номер. В Беларуси таких трек-номеров не дают. И я все думала, начала искать по разным сайтам, проследить эту посылку. И оказывается, что это та посылка, которую я отправляла в декабре и которая не дошла до Москвы. В общем, она, оказывается, дошла до Москвы, оказывается, даже лежала на почте.
И я знаю, что на этой посылке написан даже номер телефона человеку, которому я отправляла. И месяц отлежала посылка на почте, и затем я ее... Так, ну с утра не сняла, поэтому все дети сейчас дома собрались, потому что уже сколько, 3 часа, наверное? А, нет, только начало 3-го. Значит, посылка отлежала месяц на почте, но так как ей был присвоен другой трек-номер, соответственно, никто не знал, что это за посылка и кому отнести. И извещение они занесли этому человеку, кому я отправляла. И вот такая вот, понимаете, получилась ситуация, что посылку просто не донесли. Очень обидно, но, тем не менее, то, что посылка вернулась, я, конечно, сначала немного расстроилась, немножко так позлилась. Почему они поменяли трек-номер? Кто там работает? Зачем это делают? А потом я подумала, слава богу, что она не потерялась, потому что это подарок, это был подарок к Новому году. И сегодня у меня не получится сходить на почту, я схожу завтра и отправлю эту посылочку заново, но не почтой, а отправлю СДЭКом, чтобы точно дошла посылка. Не пожалею денег, потому что, мне очень хочется этому человеку сделать подарок, потому что очень благодарна ему. Вот, так что я рада, что посылка нашлась, ура! Вообще за всю мою деятельность, получается, потерялась, наверное, 2 посылки только потерялась. Это вот было в прошлом году, конец лета, начало осени. Там вот 2 посылки потерялись, они ни мне не вернулись, ни покупатели не получили, а все остальные посылки либо возвращаются мне, либо просто покупатели не отписываются, некоторые, что получили. На эти очень часто висят заказы, что якобы посылка до сих пор не доставлена, но на самом деле получают эту посылку. В общем, я за посылками не слежу, давно бросила это дело, потому что занимает это много времени. Я оставляю это действие за покупателем. То есть вы купили, моя работа сделать, отправить, написать вам трек-номер. Дальше вы уже отслеживаете свою посылку сами. Вот, так что ура, ура, ура! Посылочка нашлась. Ну что ж, а теперь закончим этот влог с замечательным подарочком. Итак... Боже мой, какая! Так, эта посылочка мне приехала из Краснодара от Яны. Боже мой, я уже посмотрела. Посмотрите, какой хлопок, травка. Яна, спасибо большое. Так, у меня тут от счастья ляпнулось. Боже мой, у меня потерялись все... Мамочки, какая она! Боже мой, это же... Так, соберись. Соберись, тряпка, нужно что-то сказать, а не только вздыхать. Боже мой, какая прелесть. Так, у меня упала камера, потому что я когда доставала... Это так приятно. Это просто... О, какая головушка! Вы посмотрите, он умеет делать и вот так, и вот так. Боже, какая прелесть! Настолько плотно набитая игрушка, прям как твердая. Оно такое чувство, что, знаете, в технике мишек Тедди сделано, потому что как будто набита опилками. Кстати, я знаю одну рукодельницу, которая вяжет и набивает опилками. Прям потрясающе. Ну это же просто... И носик такой прелестный. И ротик даже есть. А глазки мне напоминают Блайс. Куколок. Ушки, какая приятная. Так, ссылочку на Яну я оставлю. Ой, какой ты классный. Ну посмотрите, какое чудо. Боже мой, какое чудо. Так, Яна мне еще прислала хлопок-травку.
Я хотела ее очень попробовать, но у нас в Беларуси реально вообще не найти, понимаете? Она такая приятная. Я так понимаю, что вот эта лисичка, она мне напоминает эта игрушка. Я хочу связать, как эти называются? Феникс, не феникс. Белые лисички с большими ушами. Вот эта прелесть мне напоминает фениксов. Только что хвост здесь маленький, а у фениксов такие огромные хвостики. Так и хочется гладить, просто поставить и гладить. И он еще головой так крутит. Ой, какая прелесть. Значит, хлопок травка. В Беларуси ее реально очень сложно найти. Это камтекс. В Леонардо я ее не видела. Хотя, ну, я так проходила по фантазийной пряже, но не видела хлопок травка. Здесь хлопок с полиамидом, и она приятная. Она очень приятная. Это вот, наверное, из такой пряжи связано, но немножко другой оттенок. Здесь она меланжевая, а сам... Я не знаю, кто это? Кто это? Собачка? Наверное, собачка. А, это, наверное... Это, наверное, чихуахуа. Не, ну не может же по моей схеме быть такая большая игрушка. Это не моя схема. Но очень похоже. Очень похоже. Хм, круто. Боже, какая прелесть. Я не могу. Так приятно тебя щупать. Класс. Хочу связать. Хочу уже сразу вязать. И мне... Я еще открыточку вот такую вот поставила. Почему ничего не написала? Ой, я расстроена. Ай-яй-яй. Визиточки не оставила никакой. Ну ничего, я подпишу твой и твой Инстаграм. В инфобоксе найдете. Кстати, все видео, где подарки были, там в инфобоксе есть ссылочки на девочек. Вот, поэтому смотрите. И на мальчиков тоже. Мне же еще крючки присылали. Крючок. Вот. Из Краснодара. Круто. Боже мой, какая прелесть, нереально. Такая хорошая. Такая лапушка. И голова это так крутится. Все, я как маленький ребенок буду играться. В общем, хлопок травка. Круто, круто, круто. Хочу повязать, но сейчас опять у меня какая-то загруженность стала, поэтому откладываю пока хлопок травку, но обязательно повяжу. Очень приятно, мне нравится. Интересная очень ниточка. Я вот не знаю, это вся такая сделана она. А вы знаете, наверное, связано это из этой же ниточки. Потому что я вот здесь вот открыла шерсть, если раздвинуть, посмотреть, то там видна белая ниточка. И это она потом так начесалась красиво. Ой, ты моя прелесть. Круто. Круто. Жалко, что у нас нет такой пряжи. И здесь ворс не такой длинный, как у Нака Париж. Потому что вот у Нака Париж слишком длинный ворс, там у другой пряжи слишком короткий ворс, там у Софти, например, да. А что-то хочется такое среднее, и вот надо попробовать медвежат связать маленьких. Я, кстати, видела, кто-то вязал Мишку подарок из хлопок травки в таких нежных пастельных расцветках. Там идет она меланжевая и секционная. И очень-очень красиво выглядит медвежонок, поэтому я хочу вот из этой ниточки повязать именно своих медвежат. Может быть, меньше размером, а может такие, как есть в мастер-классе. В общем, да. Короче. И я пошла гладить вот это вот маленькое создание. Прелестное. Моя лапушка. Значит, все, что я хотела вам рассказать, я рассказала. По планам не сказала. Значит, я буду довязывать 3 гномиков. Я думаю, что если очень сильно повезет, я закончу их сегодня. И буду вязать еще зайчиков на выходных. Значит, мне нужно связать 2 голубых зайчика, 2 розовых зайчика. И я не совсем знаю, как мне сделать. Буду еще переписываться, узнавать, как сделать ленточку. В общем, 1 розовый зайчик будет в подарок девушке или женщине, которая пережила рак груди. И меня попросили сделать ленточку на грудь, повесить как-то.
Вот. Ну, явно без бантика какого-то, я так понимаю. В общем, если вы вдруг знаете, как вот это обозначение идет, да, если вы видели такие игрушки, как их оформляют, вот именно там написано ленточка более яркого розового цвета, нужно на грудь ее как-то прикрепить. Поэтому, если вы видели, пожалуйста, дайте мне фотографии, ссылочки какие-то, покажите мне, как это делается. Если нет, ну, буду переписываться просто с этой девушкой, которая меня попросила, и будем уже решать, попрошу ее, чтобы она нарисовала, как это она представляет. Вот, так что мы пошли обниматься, жилеться. Ой, ты моя лапушка. Вот, и вот такие планы на выходные. Пока что так. Увидимся с вами на следующей неделе. Влоги сейчас длинные получаются, но лучше реже, наверное, тогда больше просмотров, чем когда более короткие, как-то просмотры проседают практически в 2 раза. Поэтому увидимся через неделю. До новых встреч. С вас лайки, подписки, заглядывайте в инфобокс, посмотрите, что еще Яна вяжет. Обязательно проходите к ней на страничку в Инстаграме. Или, может, вы хотите заказать такую игрушку, то проходите. Вот. Спасибо большое вам за внимание. До свидания.